Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. И это неделя с 18 по 24 мая. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного произойдет у вас в этот отрезок времени. Расклад, как обычно, напоминаю, по дням недели. То есть на каждый день недели мы достанем по одной карте. Сначала из основной колоды, которую вы видите сейчас, это Таро неба и земли, а затем из колоды дополнительные для уточнений, для разъяснений. Посмотрим, какие карты вам выпадут и в каких комбинациях, соответственно, они у вас здесь отобразятся на нашем столе. Итак, расклад для львов. Неделя с 18 по 24 мая. Подписывайтесь, кто еще не подписался. И не забудьте оставить комментарий, если вам видео понравилось, если оно вам подошло. Итак, львы, давайте посмотрим. Понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас карта восьмерка мечей. Почему же она у вас выпала? Почему карта, говорящая о каком-то унынии, апатии у вас здесь есть? Это восьмерка мечей, она о том, что вы как будто бы ожидаете, что что-то может пойти не так, что может что-то быть, знаете, как страх неизвестного, страх чего-то скрытого у вас может присутствовать. Вы сами себя можете угнетать какими-то плохими мыслями, возможно, так, поэтому есть эта восьмерка мечей. То есть могут быть переживания из-за неизвестности или шаткости будущего. Как будто, может, нет гармонии той, которой хотелось бы, или вот не хватает в чем-то терпения по этой карте, да, ну то есть такие карты, которые больше показывают о том, что вы можете испытывать какую-то слабость или недомогание, возможно, и вместе с Верховной Жрицей вам нужно постараться здесь сохранить в этом всем гармонию, да, то есть не потерять себя. Карта принцессы Пентаклей, карта земного знака, может показывать общение с земным знаком зодиака. Это девы, тельцы или козероги. Возможно, что-то связанное с таким человеком здесь. Так как это принцесса Пентаклей с пентаклем в руке дающим, возможно, вы здесь получаете какие-то деньги, какие-то подарки, какой-то бонус для вас, либо вы выступаете в роли такого вот дарителя. Также по правосудию вы можете получить что-то, что вы заслуживаете, по справедливости. Вы можете здесь по этой карте какую-то кармическую ситуацию, соответственно, прожить. Вы стараетесь быть очень ответственными в том, что вы по пажу Пентаклей здесь делаете, может быть, изучаете или чему посвящаете свое время, то есть то, что вы усердно выполняете, то есть вы стараетесь здесь максимально быть ответственными, правильными, действовать там в рамках закона, возможно. И также, если какая-то возможность поступает, то вы ее можете использовать. Допустим, возможность подписать какой-то контракт. Вы его можете здесь принять, согласиться, и он будет, скорее всего, успешным. Дальше карта правосудия здесь выпадает еще и в среду. И, кстати, может говорить про общение с весами, потому что это карта весов. Но вот вам хочется баланса, вам хочется какого-то равновесия в жизни, возможно, гармонии в жизни. И тут же еще есть семерка кубков, когда вы стараетесь продумать какие-то вопросы, касающиеся законности или бумаг, документов, каких-то юридических для вас вопросов, о которых вы думаете. Вы думаете, как поступить лучше, какой вариант лучше выбрать. Вы можете по семерке кубков много фантазировать, много как будто, знаете, строить, ну не скажу прямо воздушных замков, но вы вот много планируете, но при этом вы стараетесь здесь планировать с пониманием, что а смогу ли я это выполнить, смогу ли я нести там ответственность за эти свои решения, за этот выбор.
Но карты, тем не менее, неплохие. Может быть, выбор подписывать какой-то контракт или там какую-то бумагу, или не подписывать, то есть как поступить. Дальше рыцарь жезлов, показывающий решительность и настроенность действовать во что бы то ни стало, как будто, знаете, вы готовы сначала делать, а потом думать. И тут же карта Луна. Очень много есть по карте Луна. При этом желание достичь своих целей вот этими порывистыми действиями, своей такой напористостью, смелостью, но при этом по Луне может быть боязнь, что что-то может пойти не так, что-то может сложиться то есть не так, как вы хотите или планируете, когда вы направляете всю энергию на решение каких-то задач, но что-то может не зависеть от вас, и что-то может пойти не совсем так, как вам хотелось бы, что-то, на что вы повлиять не можете, что-то, что скрыто, и, соответственно, здесь эти ситуации они могут дать о себе знать. И тут же карта башня в пятницу, когда что-то может действительно внезапно, сокрушительно обрушиться, произойти, и это может идти вразрез с вашими планами. И с четверкой мечей вам хочется уединения, успокоения, спокойствия, может быть, меньше шума, меньше какого-то меньше людей, меньше, не знаю, каких-то ситуаций, которые будоражат вас. Вам хочется больше спокойствия, какого-то такого застоя, состояния успокоения, когда вы можете проанализировать что-то, подумать о чем-то, собраться с мыслями, но при этом здесь вот эта башня. Возможно, вы в состоянии вот этих умозаключений и анализа сможете прийти к какому-то прояснению ситуации, что-то для себя прояснить, что-то для себя лучше понять. Возможно, в таком сочетании это говорит об этом. Ну, можете написать в комментариях, что у вас здесь в пятницу произойдет. Дальше шестерка пентаклей в субботу. Здесь возможность отдавать и получать. Возможность иметь такой взаимный обмен энергией, когда вы помогаете своим близким, получаете от них тоже помощь или поддержку какую-то, может быть, эмоцию положительную, которую вы ожидаете. То есть вот тройка пентаклей, совместная работа, возможность радоваться тому, что вы делаете, или получать удовольствие от того, что вы делаете. Может быть, получать удовольствие от того, что вы кому-то что-то советуете, или какое-то наставление даете, или помогаете прям чем-то, или материально, или просто вот даже физически что-то делаете, помогаете своим близким, родителям или детям, получаете от них помощь, тоже как вариант. То есть это взаимный обмен с тройкой пентаклей, но это вот эта помощь. И дальше идет шестерка мечей, которая в целом показывает вместе с правосудием возможность добиться успеха и справедливости в каком-то вопросе для вас. На этом я сегодняшний прогноз для вас завершаю. Желаю всем всего самого наилучшего. До скорого.